Опытный пчеловод раскрыл 10 способов, как отличить натуральный мед от подделки. Ни одна лаборатория еще не смогла повторить состав меда. Однако недобросовестные продавцы и пчеловоды часто добавляют к меду всевозможные примеси для увеличения массы продукта. Например, сахар, крахмал, техническую глюкозу, патоку, муку, желатин и другое. Вообще продукты пчеловодства подделывают все чаще и чаще. Если говорить про натуральный мед, который только что откачали и не подвергли никакому подогреву, то он представляет собой густую жидкость с прекрасным цветочным ароматом. Наиболее жидким считается центробежный мед, клеверный, акациевый. Менее жидкий – липовый и гречишный. Густой – одуванчиковый. Клейкий мед – падевый, вересковый. Июнь-август – время сбора жидкого меда. Спустя 1-2 месяца он кристаллизуется. Исключение – акациевый, каштановый и вересковый мед. Последний превращается в желеобразную массу. Кристаллизованный мед – хороший или плохой? Для многих из нас закристаллизованный мед ассоциируется с некачественным медом, в который добавили сахар. На самом же деле такое состояние меда – это один из наиболее доказательных признаков его натуральности. Кристаллизация бывает разных видов – крупнозернистой, мелкозернистой и пастообразной. Если кристаллизация рыхлая, значит мед обладает высокой водностью или в нем содержится большое количество фруктозы. Если же в меде больше фруктозы, то жидким он может оставаться от полугода до года. Равномерная кристаллизация меда по всей его высоте свойственна доброкачественному продукту. Хорошо засахаренный мед, если его растереть в ладони, достаточно быстро начнет таять. Пчеловод также рассказал, как отличить натуральный мед от подделки. Первое. Чтобы проверить наличие механической примеси, имеющейся в фальсификате, возьмите пробирку, поместите в нее пробу меда, добавьте дистиллированную воду и растворите в ней продукт. Если на поверхности или в осадке замечена механическая примесь, значит мед не годен к употреблению. Второе. Чтобы определить, есть ли в купленном меде крахмальная примесь, добавьте несколько капель йода в вышеописанный раствор. Наличие крахмала определится окрашиванием раствора в синий цвет. Третье. Чтобы определить, содержит ли мед большое количество воды, возьмите химический карандаш. Проведите им по капельке меда, размазанной по чистому белому листу. Если вы видите синий след, значит в продукте много воды. Если же следа практически нет, или же он светло-серого цвета, то можно быть спокойным, мед не разбавляли. Четвертое. Есть ли мука или мел в меде? Проверим. Возьмем все тот же раствор дистиллированной воды и меда. Добавим в него немного уксусной эссенции. Если произошла реакция, шипение, значит недобросовестные продавцы все-таки добавили муку или мел. Пятое. Разбавлен ли мед? Чтобы это определить, окуните в мед ложку при комнатной температуре и посмотрите, как он стекает с нее. Если каплями, значит разбавлен. Если сползает струйкой и ложится горкой, значит цельный. Шестое. Незрелый мед, в отличие от зрелого, при вращении ложки стекает с нее, а не наматывается. А также вспенившийся мед – признак его незрелости. Седьмое. К сожалению, есть пасечники, которые желают сбыть прошлогодние запасы не совсем честным путем. Растапливают мед, чтобы он стал мягче. Определить такой продукт можно по запаху. Аромат карамели выдаст старый, крепко закристаллизовавшийся до нагрева мед. Восьмое. Подделку в стеклянной банке легко определить, если кристаллизованный мед расслоился. Девятый. Качественный мед имеет немного мутноватый оттенок. Чистый и прозрачный мед, через который просматривается дно банки, это скорее всего простой подогретый продукт. Десятое. Белый цвет жидкого меда, вероятно, это продукт пчел, кормленных обычным сахаром, мед в котором больше сахарозы, а не глюкозы или фруктозы, что значительно снижает его качество. Как проверить? Добавьте мед в горячее молоко. Если молоко свернулось, значит труженицы были вскормлены на сахаре. Пчеловод также добавил, что натуральный мед – один из самых безопасных пищевых продуктов, так как большинство вредных бактерий не могут в нем существовать. Мед подавляет рост микроорганизмов и грибков. Мед в качестве лекарства.
Действие меда на организм человека зависит от того, с какого растения он собран. На экране вы видите таблицу взаимодействия разных видов меда на болезни. Рекомендуем поставить видео на паузу и изучить таблицу внимательнее. Кстати, при приеме меда внутрь помните, не нужно его нагревать, так как при высоких температурах он теряет свои антимикробные свойства. А какие вы знаете лечебные рецепты с применением меда? Поделитесь этой ценной информацией в комментариях.